Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза. И наконец-то у меня получилось прокачать жрицу до третьего ранга, 3 звездочки я сделал, 120 уровень поднял, глобалочки собрал. И все прекрасно, все красиво. Давайте разбираться, что она такое, для чего она нужна, чем она полезна и что с нее, какие вообще выгоды можно повыжимать, скажем так. И сразу стоит отметить такой интересный факт, что в тир-листе, вот в этом, в нашем народном, который у нас проходит, она у нас находится на позиции с отметкой «хорошо». И здесь возникает вопрос, почему? Чем она заслужила это место и почему она стоит именно там? Вот у меня, в принципе, более-менее там в процессе ознакомления с этим героем этот вопрос постепенно отпал. Но кому-то может быть непонятно. В очередной раз повторюсь, мы с вами знаем, кто где в каком режиме у нас засветился и кого лучше использовать, и жрица, она у нас почему-то нигде в этих вот местах она не мелькает. Глобалки у нее также не особо интересные. Вот, и в принципе в ней ничего такого нет, то есть она как бы и полезна тем, что и играть за нее комфортно, и в принципе там она многозадачна в каком-то плане, но в каком-то определенном конкретном режиме она не будет являться таким вот прям супергероем. И чтобы во всем этом разобраться, давайте тогда по традиции посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас как бы все стандартно. Магический урон и так далее. Тут даже смысла нет заострять на этом внимание. Здесь уже чуть-чуть поинтереснее идет. Здесь у нас, во-первых, глобалки, да, 50-70. На 50 уровне мы полтинник здоровья забираем. Все герои у нас получают 70 уровень. Немножко такая нестандартная глобалка, там 20% к урону. И 90-120, вот тут уже чуть-чуть поинтереснее. Она у нас принадлежит к магической фракции, и все герои, которые в этом у нас, в этой фракции состоят, они получают плюс 5% к области эффектов, что как бы само по себе является неплохо. Где-то там далеко астральный маг у меня издалека кричит: «Жрица, спасибо тебе большое за вот эту вот глобалочку, которую он будет получать». Потому что чем дольше мы с вами играем, тем сложнее нам становится собрать как бы то, что нужно нам. Там и камни тоже, и какие-то другие характеристики. И вот здесь нам просто вот так вот раз, плюс 5% к области эффектов. Да, это может быть и немного, но это полезно в любом случае, нам это нужно. На 120 уровне у нас идет глобалка в повышении здоровья на 2,5%. Если у меня там было 6600 с чем-то там в определенной сборке, вот эти 2,5% мне прибавили там чуть больше, чем 200 очков здоровья. Ну, в принципе, это неплохо. Это на самом деле неплохо, потому что нам это с вами может пригодиться где? Здоровье нужно у нас, получается, в ПВП, в кошмаре, там, в других каких-то моментах, там, ну, про боссы я ничего не говорю, в войнах фракций тоже бывает у ребят, на начальном этапе тоже там проблемки возникают, когда мобы шотают героя просто с первого раза. И вот эта вот глобалочка, она нам чуть-чуть облегчает вот эту всю картину в этом плане, в плане здоровья. Поэтому за это жрицы мы, в принципе, говорим спасибо. Дальше, на 140 уровне у нас идет плюс 30% к длительности эффектов. Это персональное усиление конкретно для нее, для этого героя. Ну и по большому счету, вот так вот просто если поглядеть, то в принципе в ней ничего такого особенного нет. Ну просто вот почему-то она игрокам полюбилась. Она у нас относительно недавно в игре. Я помню, как она была, по-моему, в какой-то из рулеток, что ли, там, по-моему, вот эти вот лаки спины были, где надо было крутить там каждый день бесплатно, билет один давался, по-моему, где-то там ее выдавали. И вот
Что могу сказать? У нас игрок был, который забрал ее, открыл, она ему выпала, он ее прокачал, и он отметил тот факт, что в принципе в кошмаре она себя достаточно неплохо чувствует. То есть у нее какие-то безумные показатели по урону, неплохо она выдает урон, и там в принципе он просто спокойно стоял, отстреливался, никуда не бегал. И стоит отметить тот факт, что другие герои примерно того же уровня прокачки, как и она, они не могли себе этого позволить. А вот она смогла. То есть у нее много всяких интересных там спецэффектов, которые вокруг нее летают. И все это в сумме дает хороший показатель урона. То есть отсюда мы с вами делаем выводы такие, что обычные сложные главы вы пройдете однозначно 100%. Проблем у вас возникнуть не должно. В кошмаре можете попытаться попробовать побегать. Она в принципе должна отстреливаться более-менее. То есть есть шанс на то, чтобы пробежать кошмар. Но опять же, если мы с вами почитаем ее характеристики по скиллам, мы сейчас до этого с вами дойдем, то мы увидим, что там в принципе ничего такого сверхъестественного нет. То есть если мы там каких-нибудь других героев возьмем, там где-то у кого-то есть какое-то направление, есть какая-то специальность, скажем так. То есть там, допустим, часовщица та же самая. Ну вот просто чтобы далеко не ходить, возьму в пример. Часовщица та же самая, она вот играет от замедления. И в принципе там все понятно, на чем механика игры строится у ЦВМ, и можно там уже какой-то определенный набор оружия, там экипировки подобрать. Вот. Здесь же как-то вот все и сразу, все и ничего, и вот как-то всего по чуть-чуть, ну вот как-то ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё, и вот, ну, непонятная какая-то белиберда. Просто наваливаете урон и все, больше вам от нее ничего не нужно. Но опять же, мы сейчас к скиллам вернемся, мы сейчас, точнее не вернемся, а перейдем к скиллам и посмотрим, что к чему, и будем разбираться уже потихоньку. Так, здесь же просто видите, как здесь, ну вот давайте просто вот по порядку, да. Каждые 8 секунд жрица выпускает обжигающие ореолы, которые некоторое время вращаются вокруг нее. Наносят там такое-то количество урона. Все, вот просто речь у нас идет только о том, что есть какой-то эффект, который у нас позволяет наносить урон, и в принципе нам от этой игры больше ничего и не нужно. Дальше, здесь каждые 5 секунд жрица у нас вызывает луч света, который освещает случайные участки поля боя и наносит опять же просто урон. То есть никаких статус-эффектов, там отравления, кровотока, вот этого всего у нас здесь нет. Здесь мы с вами играем чисто вот от того, чтобы просто вот эти циферки наносить и делать урон. Дальше, ульта. Вспышка святости. Все убийства заполняют шкалу. При полном заполнении жрица вызывает вспышку святости, мощный взрыв, наносящий вот определенное количество урона. И это число у нас с вами как-то вот очень сильно прям непропорционально. Оно у нас растет там практически в 15-17 раз, становится выше. И вот опять же, если мы с вами вот в этот текст вникнем, то мы поймем, что нету ничего, нету ни замедления, там, ни оглушения, ни еще чего-либо. Вот, ну то есть как бы просто урон и все, больше нам от нее ничего не надо. Чем-то, кстати, она мне напоминает Оракула, но опять же, каждый герой по-своему уникален. Оракул там, если полную кузницу ему прокачать, он может играть спокойно от оглушения. Здесь же этого нет. Ну давайте посмотрим, может быть у нас в кузнице что-то интересное есть, да? Перейдем туда и познакомимся там. Опять же, я вам напоминаю, что это первое впечатление, это просто ознакомление, это как бы поспешный вывод, поспешное мнение, поэтому тут мы с вами просто знакомимся, а там уже мы с вами будем потом в будущем уже будем разбираться, что к чему. Так, и вот здесь уже сразу вижу, если мы в правой стороне на первом уровне выберем святой ожог в кузнице, обжигающие ореолы поджигают врагов, нанося 100% урона в течение 2 секунд. Вот он наш статус-эффект, то есть вот если мы его хотя бы
если мы кузницу хотя бы чуть-чуть прокачаем, то уже чуть-чуть поинтереснее нам будет играть. Но не спешу я это делать. Не спешу, наверное, сделаю рано или поздно, но в любом случае. Сейчас немножко у меня поменялось отношение к тратам супер жетонов, поэтому я, скорее всего, подожду, когда наступит арена на нее, и там уже обязательно прокачаю. Это вопрос времени, тут нужно будет просто подождать. Здесь с вероятностью всего лишь в 2% сферы оставляют за собой шлейф света, зависающий над полем и наносящий урон. Ну, здесь я думаю, что очевидно и благоразумно будет выбрать именно правую сторону, потому что левая сторона у нас маловероятна, да, то есть 2% это совсем-совсем немного. И рекомендую, наверное, вот от себя, просто вот такая рекомендация, опять же, это просто теория, тут на практике, скорее всего, может быть, чуть-чуть все будет по-другому, я вот просто от себя рекомендую поставить именно правую сторону. Дальше. Повышает количество лучей на 2, либо луч правосудия преследует случайных врагов в течение 3 секунд. Но опять же, в принципе, мне кажется, что правая сторона будет поприкольнее выглядеть, но надо тестировать. Тут вот так вот сходу с улету сказать ничего не могу, но предпочтение пока что предварительно отдам правой стороне. Здесь у нас 25 тысячных урон множитель появляется, надо прокачивать обязательно, как минимум 3 уровня надо поднимать, потому что урон это наше все, и в любом случае надо это все будет делать. Обязательно сделаем. Эва. Небесная палочка. С божественной милостью жрица каждые 2 секунды стреляет усиленными сферами, вокруг которых разлетаются священные печати, нанося урон врагам при попадании. Звучит на самом деле неплохо, звучит интересно, надо это все делать, надо это все прокачивать, надо это все смотреть. Но, опять же, целенаправленно сливать на это суперы я не стану, потому что суперы это довольно ценная такая редкая валюта. Спасибо за то, что у нас есть хард-арена, чтобы эти суперы у нас хотя бы чуть-чуть копились, накапливались, и мы могли ими пользоваться. Но есть куда их девать, есть на что их тратить, поэтому пусть вот будет как будет. И вот здесь шкала ультимейта повышается на 10% каждую 1 секунду, либо священные печати замедляются, а затем зависают над полем боя на 2 секунды. Ну тоже, все это немножко непонятно, все это нужно вкачивать, разбирать, смотреть. Ну, ребят, это вопрос времени, рано или поздно мы с вами до этого дойдем. Вы знаете, что есть отдельный плейлист на всех площадках, там ВК, YouTube, ТГ. Есть отдельный плейлист для героев, у которых есть Эва. Вот. И рано или поздно, я думаю, что наступит такой момент, когда жрица у нас получит Эва, и мы с вами полностью все это дело посмотрим. Так, ну здесь что, либо лево, либо право, я не знаю, не могу ничего сказать, поэтому да пусть будет все вправо. Вот мы поставили право-право, да и пусть здесь тоже будет вправо. Не знаю, правильно это или нет. Может быть, есть ребята, которые прям активно на ней играют. Но ничего пока не могу сказать, потому что все это просто вот делюсь с вами первыми впечатлениями. Также могу еще отметить тот факт, что впечатление для меня это не первое, потому что есть в разделе Fun Time обзор профиля игрока Злой, который любезно предоставил такую возможность, чтобы можно было поиграть под запись. И там был момент, когда играл за Приста, ну, за жрицу, то есть, вот. И в принципе, в кошмаре там проблем никаких не было, она стояла спокойно, раскидывала, и все. То есть, больше мне от нее ничего и не нужно было. Ну, давайте попробуем по традиции, сбегаем в подземелье. Не хочу сейчас бежать в кошмар, потому что это все долго, ускорения времени у меня сейчас нету. Вот, подземелье там у нас займет 2 минутки, мы с вами посмотрим вообще, что оно из себя представляет. И давайте сразу же видимость мы с вами выключим и пойдем. Куда мы пойдем? Пойдем вот сюда. Познакомимся сейчас, посмотрим, как она себя ведет, посмотрим, какие цифры она там у нас с вами покажет, и да, в принципе, нам больше ничего и не нужно.
Итак, в первую очередь будем стараться делать что? Мы будем стараться прокачивать блаженную палочку. На втором уровне у нас что тут? Плюс 40 урон, сокращается перезарядка и добавляется в область эффектов. Здесь также плюс 40 урон и 2 пробивающих, ну, плюс 2 к проникновению, скажем так. И вот тут начинается вот это вот куча всего летает. Быстренько у нас ульта заполняется буквально там за сколько, я не вижу. Ну, в общем, быстро. Быстро она у нас с вами заполняется. Давайте в области впихнем, чтобы еще это все поинтереснее у нас звучало и выглядело. Так, обновимся. Давайте перезарядку возьмем. Вот она, вот этот момент. Ульта сработала. Вот эта вспышка была такая мощная, яркая, красивая. Жалко, что в таком режиме ну, я, по крайней мере, не играю. И еще плюс 2, да? И все это, к сожалению, увидеть на постоянной основе не получится, потому что все это будет нам с вами мешать. Здесь давайте возьмем книгу удвоения, посмотрим, что у нас тут будет. Области прибавим. Так, перезарядку удвоения область надо нам с вами, значит, давайте, наверное, книгу скорости возьмем, пусть будет. Так. Ну вот опять вот, кстати, попадает у нас срабатывание ульты в тот момент, когда надо выбирать книгу. Хочется прям, конечно, полноценно все это разглядеть, посмотреть. Вот у нас тут раз, два, три и вспышка. И опять, вот надо как-то, наверное, стараться играть от ульты, потому что она набирается достаточно быстро. То есть нужно ориентироваться на то, что этот герой будет у нас с вами полезен там, где много-много мелких мобов. То есть, может быть, она и в событии гильдии, в принципе-то, себя неплохо покажет. Так, что у нас тут осталось? Давайте урона прибавим, чтобы нам полегче и поинтереснее было. Пора уже брать, скорее всего, заморозку. Мы сейчас будем брать, искать. Ну, давайте вот пока, видите, у нас как получается, пока вот играем, просто вот основной палкой и все. Нам, в принципе-то, больше ничего и не надо. Так, здесь что? Давайте урон повысим и добавим урон по кровотоку. По кровоточащим врагам. Потихонечку нас здесь уже начинают подъедать. Давайте посох ледяной возьмем для контроля и повышения урона. И вот как бы все это, в принципе, достаточно красиво выглядит. То есть есть такие приятные моменты. То есть у нее и там что-то летает, и здесь у нее взрыв какой-то происходит. То есть, в принципе, проблем с зоной поражения, скажем так, у нее нет. То есть она и здесь отрабатывает, и там тоже что-то делает. Ну, в принципе, то есть нам больше от нее ничего и не нужно. Еще бы, конечно, интересно было бы... Не заходил, кстати, в лагерь фракции. Надо посмотреть, что у нее там вообще установлено. Ну, давайте, раз мы с вами идем на урон. Лед есть? Ну вот только нету. А вот, кстати, интересно, поджигает она или нет, потому что там в первом описании скилла было что-то горящие сферы, но насколько я сейчас вижу, я не вижу того, чтобы она кого-то поджигала, хотя вот эти вот скиллы должны работать. Там, по-моему, первый скилл, он идет каждые 8 секунд. Здесь у нас этого нет. Ну да. Никого не поджигает, никого не обжигает. Посмотрим. Ну, что могу сказать предварительно. Урон неплохой. У нас есть куча героев, которые в таких же условиях наносили урона меньше, там порой умирали, не вывозили вот это подземелье. А здесь урон у нас на первом месте. При условии, что кузница у нас не прокачана, скиллы у нас не прокачаны. И по большому счету у этого героя есть огромный потенциал. Поэтому
Обязательно нужно его открывать, ее. Обязательно нужно стараться ее раскачать, нужно посмотреть, потестировать. Мне кажется, мы еще с вами найдем ей применение, и она даст о себе знать. В какой-то из моментов мы с вами просто вспомним, что жрица у нас есть, и мы ее обязательно в какой-то из режимов куда-то определим в ее нужное место. Ну а пока вот так, вот такие предварительные результаты. Очень удачно получилось подземелье сбегать, то есть все было ориентировано именно на основное оружие героя. Так, ну и давайте, пока не забыл, давайте посмотрим, что у нас там у нее в лагере фракции, что она нам дает. Так, это нам не нужно. Выходим сюда, герои, лагерь фракции, магический... ну магический урон. Тут, в принципе, ничего такого интересного нет, поэтому все стандартно, все обычно. Так, ну вот такой вот обзорчик получился. Там еще, ребят, если кому интересно, конечно, ссылку по донату я обновил. Там не было возможности оплатить через СБП, теперь она появилась. Ну, если кому-то хочется поддержать штаны, то милости прошу, любым донатом буду рад. Все, всем пока-пока. С вами на связи был Импреза. До новых встреч. Пока-пока.